Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Владимир Карелин, и мы продолжаем с вами проходить игру The Casting of Frank Stone. Так. Продолжить. Блин, если бы не знал, подумал бы, что эта лавка тут была всегда. Не говори, Добавим в фильм. не соблазняй. А если владелец — отмороженный маньяк, который превращает заблудших подростков в дорогой антиквариат? Тогда это бинго. Зацените товар. О, камеры. О, жизнь их, конечно, знатно потрепала. Лучшие экземпляры в окна не ставят. Давай зайдем посмотрим. Ну вот. Дорого. Аптека все еще открыта, можем зайти. И что же вы ищете? Здрасте. Бабуся. Здравствуйте. Мы увидели у вас камеры. Нам нужна замена, наша сломалась. Вот она. Ну, конечно. Прошу. Это продавщица или хозяйка Проходите. магазина? Нифига себе. Крис 1734 бесконечные диковинки. Так, поглядим. Я думаю, у меня есть для вас кое-что интересное. Надо только найти. А вы будьте как дома. Окей. И непременно осмотритесь. Кто знает, какие сокровища вас ждут. Да. Быть Сейчас как ждет дома? нас какой-нибудь Здесь? Ну, не знаю. Здесь трэш даже уютно. какой-нибудь нас сейчас ждет. Атмосфера капиталистического упадка. Посмотрим. Может быть, Задание осмотреться в ожидании владельца магазина. вот тут. Вот я что-то вижу. Куда же я их дела? Маска зайца. О, какая милашка. Странная маска, конечно. Такая хоррорская. В такой, блядь. Только пугать. Так, поговорить с Линдой. Кому бы Уважаемый, это место не принадлежало раньше, удачи им неведомо. уважаемый мистер Олсон, это письмо будет служить подтверждением соглашения о продаже безумные безделушки деда Неда. Все сопутствующие юридические документы подписаны, и вы получаете оплату к концу месяца. Мой клиент также хотел выразить свое сочувствие в связи с постигшими вас трудностями. Если из всего этого и можно извлечь какой-то урок, пусть он будет таким. Пожары, кражи и несчастные случаи происходят не только с другими людьми. Надеюсь, переезд из Сидар-Хиллз поможет вам отойти от тяжелой утраты, ведь великий целитель, и, возможно, однажды вам снова хватит душевных сил, чтобы завести кошку. С уважением, Р. Стрейкер. Письмо от юриста. У магазина недавно сменился ввод. Его продали. Владелец сменился. Так, сюда пройдем. Так, это... Предположим, у нее найдется подходящая камера для нас. Что дальше? Нихуя себе, тут манекены. Так, смайлик. Это какой-то жетончик на булавке. Включить телек. Кого привлекает такая жуть?
О, Не знаю, что это, нихера но себе даже это. смотреть больно. Что это такое? Что-то прикольное с рукояткой какой-то. Оружие, позвоночник, череп. Что-то, блядь, интересное. Прикольная штука, но посмотреть нам ее не получится. Так, тут. Чемоданчик. А, вот. Чемоданчик с фигурками. Вот у нас королева и конь. Так, ну теперь нам надо поговорить. Поговорить с Линдой. Если она погонится за нами с гигантской бензопилой, я буду в полном офиге. Да-да. Повезло. Поистине прекрасная вещица. Да. Ого. Можно? Ну, конечно. А, какое ретро. Возможно, нам даже удастся ее запустить. Но, честно говоря, мы искали не совсем это. Угу. И сколько вы хотите за нее? О, на ней висит маленький ценник, но я, кажется, забыла свои очки. Вы не посмотрите? Десять. 10 баксов. Ну, десятка. Да вроде нормально. Это не так уж и много. Ладно, конечно. По-моему, Тем это более для вполне камеры. нормальная цена для такой вещи. У нас десятка как раз есть. Вас устроила цена владельца магазина. Большое спасибо. Спасибо вам за камеру. Ох, какие пустяки. Когда молодежь так тянется к искусству, глаз радуется. Да. Мы такие. А пленку-то достали с той камеры? Ой, Так, ребят, аптека вот я балда. Я Калхерна. же обещала маме купить молока. А, может мне... Держи, я мигом. Стой, Крис, мы же все потратили. Четвертак в носке. Четвертак в носке? Хранит деньги в носке. Так, задание купить молока. Проклятие? Серьезно? Писать больше не о чем. Лучше не открывать. Темный миф утраченного фильма. Автор Джо Блю. Есть такие утраченные фильмы, которые за время своего отсутствия обросли тайнами. Они зачаровывают зачаровывают равно историков кинематографа и конспирологов, но не игрой актеров и мастерской режиссурой, а возможностью собрать из разрозненных обрывков монтажа крошечные оконца в иную, более мрачную реальность, уловить которую способна лишь камера. Какой-то... Есть множество потерянных фильмов, чье исчезновение что-то там продуло. И здесь тоже. Ящичек для хранения. Млеко, где молоко? Милк. Так, что-нибудь еще будет? Играть? Бля.
Короче, старая игра. Ладно. Харе. Так, молоко вот где-то я видел. А, мы можем тут что-то открыть. Нет, вот сюда. Б- Вымокший ботинок. 4 имени, 4 испытания. Она просит... Мы нашли еще одну. Хорошо. Осмотреть. Еще пропавший ребенок. Разыскивается нашли. Бенни Бейкер. Пропал 24.04.1980 из Гарфилда. Волосы темно-русые, глаза карие, 137 сантиметров, 29 килограмм. Если вы смогли распознать этого пропавшего молодого человека, позвоните в отдел расследования пропавших без вести. Сидер Хиллз. Ну-ка посмотрим на него. Может, мы его заметим когда-нибудь. Мало ли. Так, а тут у нас что есть? А, вот. Эй, Крис, Роберт, ты разве не в библиотеке работаешь? а тебе откуда знать? Я тебя Роберт. там не видел. Чувак, у меня Кто глаза такой повсюду. Роберт? А, Линда, Ну да. ты бы сама заходила. Тут клево. Книжный червь у нас, Линда. Я скорее киношный. По-моему, таких червей не бывает. Книжных тоже. Так, мне закрываться минуты через 2. Так что... О, да, супер. Рассчитай меня. Так, с вас 25 центов. Окей. Да, в библиотеке, конечно, столько не заработаешь. Хотя там не зарабатывают. Это волонтерство. Если любишь читать, то и неплохо. Угу, точно. Отдел ужасов там хорош. Не знала, что ты по ужастикам. Только книги? И фильмы, и комиксы. До чего смогу добраться? Знаешь, мы с Хаймой и Линдой тут снимаем ужастик. На заводе в Сидер-Хиллз. Да ладно. Еще пара рук лишней не будет, так что если тебе Вот именно, интересно... актеры еще нужны. Вау. Даже А то один очень. там пацан исправляется. Но... А мой папа знает, что вы там шастаете? А, это Он его сторожит батя. завод как пес. Мент. ну да-да, мы с ним сегодня столкнулись. Но хотим вернуться и отснять конец. А, вон он заходит. Блин. Это он зашел, он Хотел бы я услышал. поучаствовать. Это в чем же? Привет, пап. Да, вот, Крис мне тут рассказывала Благотворительном сборе. на киносеансы в библиотеке. Ясно. Подвезти? А, да, только сумку возьму. Сейчас будет мораль читать, да? Крис, Шериф. я перегнул палку с тобой и твоими друзьями, прости. Я хотел объяснить, что это не шутки. Провокационно. Мне рассказывали о Фрэнке Стоуне. Вот. Фрэнк Стоун. Понимаю. Убийца на заводе. Я слышала о Фрэнке Стоуне. Такие места, небось, кишат демонами. Поработай с Майо в полиции. Поймешь, что демонов полно везде. Готов? Пока.
Эй, я могу провести вас на завод тайком. Только дай знать. Давай снимать. За века я сменила много масок. Доктора Августину Либер считали заслуженным профессионалом. Фрэнк Стоун доверился мне. Позволил раскрыть его потенциал, пока лежал в той ужасной психиатрической Так лечебнице. она под он под А ее теперь влиянием новая маска, творил всю эту хуйню. новая эпоха, Бля. новый шанс. Да, продажа камеры — нечестный трюк даже для меня. Они не ведали та ни бабка. о силе, которой завладели, ни о том, что ждет их на заводе. И она нам камеру какую-то Но ебаную разве продала. творец не готов страдать за творение? Ладно, ладно. Это уже наше время. Линда. Вот это она, блядь, вот по лицу я ее узнал. Режиссерша-то. Так. Презрительно, не время отправляться на боковую. Уточняю, кошмар. Кошмар? Да ей только кошмары снятся, блядь. Сколько я спала? Я даже не помню, как меня сморило. Минут 15-20. Ух, Сдается мне, сон был не из легких. стой. А что там с Августиной? Она ушла. А ушла? Мол, у нее дела чрезвычайной важности в ее частном реликварии. Раз все проснулись, давайте забудем про Августину и обсудим 300-метровый камень преткновения. 300 метров — средняя длина пленки одного фильма. А, Мы ведь еще не посекретничали, да? Неужели Это не это мой вот... фильм. Я работала над ним, но я Да, не да, режиссер. да. Вот, она не режиссер. Его даже нет в моей фильмографии. Неужели Я они просто все-таки каждый сняли умолчал о этот своем фильм? Это куске он. пленки. Точно. Неважно, кто режиссер, это самый печально известный проект, связанный с твоим именем. Коллекционеры годами безуспешно искали следы проклятой пленки. И вот мы здесь. Каждый со Ну, своим фильм-то куском на самом деле вожделенного любительский, пирога. блядь. Они его так Это обсуждают, событие. как будто это масштабное есть какое-то наши куски пленки — это событие. части твоего фильма, Просто Линда? подростки снимали какой-то фильмец, Если не блядь. поддельные. Да. Мой нет. А вся эта история с проклятием, о которой говорят? Приступы гнева, допросы в ЦРУ, ничего общего с реальностью. Вещь редкая, свидетелей мало. По слухам. А в Густине сохранившиеся оригиналы дорого обойдутся. Как думаете, зачем ей все это? Ну, проклятия же не существует, верно? Я не люблю жить прошлым. Мы тут, и есть покупатель, заинтересованный в пленках. Это все, что меня заботит. История предмета тоже влияет на сделку. И мотивы. Не знаю, как вы, но мне бы очень хотелось узнать, почему Августина так жаждет заполучить этот фильм. Что ж, первое Потому правило что бизнеса — какая-то узнать, с тайна кем в этом имеешь дело. фильме. Так что вы как хотите, Что-то дама, там но чё-то я есть, планирую блядь. изучить каждый уголок этого диковинного дома. А Августина это А какой-то... нам можно здесь ошиваться? Это какая-то, блядь, Режиссер. вот это то ли бабка Желаете она, то ли остаться или исследовать? кто, которая заставила этого Стоуна
Блять, все эти убийства сотворить. Так. Снисходительно. Мне и здесь хорошо. Чего же мы ждем? Не знаю, что она скажет. Я прослушал, что они там пиздели. Чего встал? О, вот это смелое заявление, если вы понимаете, Куда-то о чем поперлись. Я знал, что у нее много денег. Но А, не по дому столько. шастать. Кажется, ты не очень хорошо Мрачный изучил дом, свою цель. В темный бизнесе дом, нет блядь. целей. Жульничество — это Отвратительный, я рэкет, не а люблю такие бизнес. дома. Большой Не стоит особняк, умалять а мои выглядит навыки как будто ищейки. подвал ебаный. Люди много болтают, что бывает Стены выгодно каменные, всем. блядь. Камины вот эти. Все мрачно так. С любопытством расскажи мне про Августину. Ну, про смертельный завод он и так что-то дохера много знает. Какой-то он ебаный фанатик. А вот расскажи про Августину нам что-нибудь интересное. Нам Ладно. нужно. Расскажи мне все, что знаешь про Августину. Августина Либер. Коллекционер мистических артефактов и вещиц. М. Горит своим делом, играет в долгую и не раскрывает свои карты. Она хитра. И? С самого приезда сюда я вел наблюдение. Изучал факты, поведение, интерьер. Собирал досье. Ну и? Либер не просто коллекционер. Любит жуть. Жуткую жуть. М. Ее не остановить. Впечатляет. Ладно, теперь ты. А что я? Я рассказал, что знаю. Твой ход. Ты упомянул почти все. Эй, хочу быть в курсе. Ну что, нашли что-нибудь? Немного. Но все впереди. Может, а может нет. Продолжим поиски. Обследовать атриум. Вот так мы можем бегать даже. Это была бы крутейшая локация для съемок. Какой классный костюм, кстати. Спасибо. Из Италии. То есть туфли итальянские. И ремень. По дешевке купил. Знакомый друга моего приятеля. Ах, блядь, подогнал нажала мне брюки. кнопку. Какой любопытный Я пошил их в звук. ателье у другого своего приятеля, а уже он достал мне эксклюзивный пиджак. Дизайнерский, не абы кого. Арчибальд А хочешь секрет? Макмиллан. Еще бы. Свитер вообще из секонд-хенда. Сенсация. Какая-то дверца приоткрылась. Вот она. О, ну, разумеется. Ох, ебать, комната слежки с камерами. Тут, блядь, картина нахера-то лежит. Ну, привет. Да, похоже, в каждой комнате. Столик. Это покруче обычной системы безопасности. В смысле? Возможно, у нашей хозяйки просто куча ценных вещей. Вот это и ей вот нравится карта, типа, или контролировать, что? кто входит По и выходит. кругу. Августина интересует современными механизмами. Осмотреть. Ну, не все, кстати, камеры работают. Вот no сигнал. А что мы можем тут увидеть? Так, ладно, дальше пошлите искать. Дерево осмотреть.
Так, не понял, что мы должны увидеть? Ах, да. Надо проверить другие этажи. Стойте. Подождите чуток. Что? Прежде чем мы продолжим, я хочу знать, откуда у вас взялись куски пленки. Ну, это не тайна так-то. Мама умерла несколько месяцев назад, и я нашла это в ее вещах. Мэдди, а как звали твою маму? Которую? Не Бонни Ривера? Верно. А ты откуда знаешь? Кто такая Бонни Ривера? Ты на нее похожа. Ты знала маму? Давняя история. Из другой жизни. Ее младший брат Хайме был моим лучшим другом. Дядя Хайме? Я с ним не знакома. Не знала, что Бонни скончалась. Это тот, который снимался да, это было в внезапно. фильме, когда они снимали. О, Друг. Мэдди, это прискорбно. И Айман. тяжело. Что насчет тебя, Стэн? Откуда у него пленка? А что насчет тебя, Стэн? Откуда у тебя кусок пленки? Так, ну, это очень Мэдди хороший ощущает вопрос. холод между вами. И дорогой, знаешь ли. Сколько ты получишь? Знаешь, я скажу тебе позже. Что-то он не договаривает, блядь. Классная статуя. Но С кое-чего не хватает. бензопилой. Таблички не хватает, да? Нет, в руке что-то держит. Что-то надо искать. Ого. В семье Августины все очень похожи. Или же Августина любит косплей. Сенсационный Лицо бит. зла. Подлинная Сэм Грин история победил Фрэнка Фрэнка Стоуна, рассказанная Я могу человеком, написать который книгу его получше. остановил. Шериф Ллойд Кусич. Вот, это шериф, за которым мы вначале играли, он его остановил. И книга написана по его рассказам. Подлинная история Фрэнка Стоуна. В ту роковую ночь я послал одного из своих заместителей проверить ситуацию. Не скажу, что доволен своим выбором. Салагу перевели из другого штата, и, как по мне, зеленоват он был. С другой стороны, ему всего-то и надо было, что удерживать позиции и доложить, если что подозрительное попадется. Но когда Томми позвонил, я сразу понял, что случилось. Оказавшись в топочной, я подумал, что ступил в огненные глубины самого ада, и там же стоял Стоун, устроился на платформе, словно какая-то жуткая горгулья, сжав в мертвой хватке крошечный комочек невинной жизни. Мне не стыдно признаться, я был напуган. Счет времени шел на секунды, еще один миг, и все было бы потеряно, поэтому я выхватил пистолет, глубоко вздохнул, тихо помолился, чтобы меня не подвела рука. Труп Стоуна еще остыть не успел, как целая толпа приезжих налетела на Сидер-Хиллз, стремясь урвать свой кусок пирога. Юристы, репортеры, зеваки, да кто попало, многим из них обнаруженного не хватило. Им хотелось сделать из всего этого заговор. Гадали, что у него должно быть был сообщник, чтобы сделать то, что он сделал. Я считаю, ерунда это все, и всегда так считал, потому как не
понаслышке знает, что он действовал в одиночку, своими глазами видел. Так что всем тем, кто утверждает обратное, я так скажу. Для Сидер Хиллс одного чудовища хватило за глаза. Понятно. Тот сержант, так, были подозрения, что Фрэнк Стоун совершал убийство не в одиночку. Допустим. Кажется, здесь нужен ключ. Нужен ключ. Так, шкатулочка. А что будет, когда мы все соберем? Интересно. Так, там улица. Дальше пока не пойдем, у нас вот здесь. О, Красота! Вот это мастерство! Роскошно. И что нам нужно сделать? Что-то найти недостающую деталь? Поговорить с Мэдди. Да? И что? Тебе бы реально понравилось это место. И ты бы выставила меня отсюда и наслаждалась им в одиночестве. С кем ты говоришь? Я не... Я слышала. Я разговаривала с мамой. С Бонни. Мне теперь так одиноко. Без нее, понимаешь? Я все время как будто в кошмарном сне и не могу проснуться. Потерю близких да, время это- совсем не лечит. Ее мать это та сестра, Но которая становится деньги не так дала тяжело. им на камеру. Хотелось натуре. бы верить, а то временами Это думаю, сестра что меня ее видит друга, крыша. вот этого, который Будто снимался. Мама совсем рядом. Бля, сейчас только дошло. Направляет меня, пытается что-то сказать. Бонни. Поэтому я здесь. Казалось, именно она привела меня. Я неё поняла, как-то что это оказался давняя кусок история, пленки. но можешь рассказать что-нибудь? Какой она была тогда? Ах, что ж. Ну... Я всегда испытывала робость при ней. Даже подружившись. Она делала все, что вздумается, и никого не слушала. Узнаю свою маму. Расскажи еще. Есть то, что... что-то, что я не рассказывал никому. Давай. Да. Да, есть кое-что, о чем я давно думаю. Еще ни с кем не делилась. Давно это случилось. Мы были детьми, снимали фильм. Хайме, Крис и я. Угу. Воспоминания о случившемся размыты, но кое-что засело в моей голове. Очень ясно. В тот вечер мы возвращались домой после покупки новой камеры. Так. Проезжая дом Ривера, увидели дверь гаража нараспашку. Свет горит. Вдруг оттуда раздался Да, это она. неописуемый звук, такой странный и громкий, что накрыл все вокруг. Ты ее мать. А в самом его центре стоит Бонни. Не думаю, что встречала Да она раньше какая-то кого-то готка или настолько кто в она ладах вообще? с самим собой. Или нет? Ну хотя... Важен был лишь тот Рокерша, самый момент. что ли? Здесь и сейчас. Черные волосы он. Такой она была. В этих, как их, блядь, в сапогах. Спасибо. Мэдди рада услышать Здорово. ваши воспоминания. Вон, Чё там? Что?
Я ничего не вижу. Чё он увидел, блядь? А, там! Кто-то Вот там! ходит. О, господи, там кто-то есть! Да, кто-то ходит. Озабоченно. Возможно, им нужны пленки. Беспечно. Если обстановка накалится еще сильнее... Августина ожидала чего-то такого. Думается, мне Августина знала заранее, что так и будет. Тут повсюду камеры, даже мышь не проскочит. Такие меры безопасности обнадеживают. Ну да, наш коллекционер. Мэдди не нравится ваше подозрение. Так, ладно. Она же надо коллекционирует поискать Августину всякие и рассказать артефакты. ей. Ей захочешь, не расскажешь. Где ее носит? Насколько я помню, она собиралась в свой частный реликварий. Это же место с артефактами. Вот у вас. Тут всюду артефакты. Да, и если бы ты хотел устроить укромное местечко для особых суперценных вещей, почему бы их не спрятать за такой дверью? Действительно. Может, постучим? Думаю, сквозь эту дверь даже звук не пройдет. А значит, это самое безопасное место. Там Августина или нет? Окей. Мужик тыканул, походу, немножечко. По нему видно. Кто такой? Что за мужик? Не Фрэнк Стоун случайно пришел? — 1980. Опять вернулись назад. Гараж Хаймы. Чего они 20:02. копаются? Я думал, у нас будет планерка перед съемкой. Фургон уже загружен. Я читала статью, что девушки не любят, когда парни бухтят по поводу их пунктуальности. Сверхконтроль. Что? А без статей непонятно? Просто поделилась, вдруг пригодится. Я не контролирую, Крис. Просто дел много. Ага. Как раз вовремя. Эй, как раз вовремя! Пора за дело! Блин, а вот это вот этот пацан темно, Да вот ничего. этот темненький. Просто давай потише. Бонни А тут вдруг как-то- это он шрифом этим, блядь, Ладно. Все Встал. готовы к производственному совещанию? Впереди важная ночь! Так, ребята, у меня в голове сейчас куча мыслей, и мне не очень надо шрифом, а собраться. этим, кто... Вы знали, что в библиотеке есть все газетные статьи, которые Бля, когда-либо хуй знает, выходили? короче. Прикиньте, вообще все! Нет, рассказывай. Короче, я там целый день сидела и копалась, искала все, что есть. О Фрэнке Стоуне, о заводе, об убийствах, обо всем. В общем, это грёбаная золотая жила. Отличная работа. И да, я бы не справилась без своего помощника. Может быть, это его, Рад вот служить. его батя остановил О, или нет? Точно. Раз теперь ты официально член нашей съемочной группы. Фрэнка Стоуна тебе кто нужен остановил? наш Какой капитан там? свитер. Вау. Это... Спасибо. Я очень рад. Да, а вот нашивки надо заслужить. Обещаю быть лучшим в мире подмастерьем режиссера. Ассистентом. Да, именно. Наслаждайся. Ух. Стой, а где шериф Грин? Ну, папе никогда не нравилась эта история. Он же его поймал. А, все-таки Да. батя его Но все поймал. лавры забрал шериф Кусич. Люди знали, что к чему, но... Шриф Грин поймал Дай гляну. Фрэнка Ретроспектива Стоуна. за 10 лет. Тут даны все кровавые подробности, которые пресса тогда скрывала. В голове И сейчас про хоть отца немножко больше сложится вся эта Это картина. супер важная информация. Мы снимаем фильм на том самом месте, где все произошло. Это круто. Так, что по времени-то? Беспокойно. Жертвы Стоуна реальные люди. Жертвы Стоуна?
Это не кино. Это реальные люди. Да? И? Не знаю. Одно дело обсуждать, а другое смотреть на их фото. И ты хочешь сказать, что теперь тебе это не нравится? Да не нравится, скорее странно. Где твой супербоевой настрой, как раньше? Что происходит? Да ничего. Просто не хочу спекулировать на жертвах, как бы. Конечно, мы не будем спекулировать на жертвах. Я просто пытаюсь извлечь максимум из основной локации. Так снимают хорошие фильмы. Ну, возможно, конечно. Если с точки зрения режиссера, то понятно, ей охота снять фильмец, который там выстрелит. Ты права. Короче, одобрительно отнесемся, потому что фильм-то нам надо же снять. Он же в итоге все равно будет снят. Как мы знаем из будущего, что он, блядь, достаточно популярным стал. Поэтому Ага. он будет Да, сниматься. верно. У нас одна попытка. Да. Главное, не Они бросать по-любому снимут и по-любому должны закончить этот фильм. Помочь? Не, мы с Робертом пойдем поищем другие локации на заводе. И двинем. Осмотреть гараж и поговорить с Линдой. Кассетка. Том Холт интервью. Вот. Предмет Начни ты. добавлен. Так, мы ищем отсылки к Фрэнку Стоуну. Мы ищем упоминания конкретных локаций на заводе, которые могут быть связаны с Фрэнком Стоуном. Завод вообще-то большой. Вот я и думаю, что чего-то мы пока не нашли. Вполне возможно. Оракул всевселенной. Гуру Конор Барнум. Именно благодаря моим собственным... Зацени. Блядь. Завод «Тревожные прогнозы на осень». Там есть Фрэнк? Нет, но пишут о настроениях рабочих. Блядь, они пиздят, дайте я случаи прочитаю. депрессии, самоубийств. На заводе? Не на самом заводе, а вообще. Короче, среди рабочих ладно, или похуй. уволенных. Жесть. Это было за год или два до серии убийств. Все Да, вселенная. тоскливо пахать по 12 Блеск. часов в таком месте. Не буду я Есть читать, похожие какая-то статьи. херня. Скукота. Дела у завода шли плохо. Но тут ничего про Фрэнка. Не знаю. Все это... Книга, в которой связано говорится о существовании множества с тем, версий кем он людей и был, предметов его мотивами в или разных что-то. целью. Экспертное Чего-то. мнение? Просто мысль. Так, чемоданчик. Тут нету опять ничего. Все старое. Так. У меня тоже кое-что есть. Это что? Некрологи. Нет, Их я печатали не- в период... Не хочу говорить об этом. Конечно, я там был. Я А, же сторож. это сторож. Я сторож. Ей, мой друг Мерлин. Славный Бля, он мальчик. пьяный. Мы делали свое. Просто делали. А Фрэнк Стоун-то все время там был, а? Да-да, он там был. А мы его искали, но... И Мерлин к нему подбегал. Малой? Там малыш сильно плакал. Да. Я так шерифу и сказал. Мы с шерифом два героя. Пиздит. Не шаришь? Ты вообще в курсе, нет? Пиздит, блядь. Вали отсюда! Катись! Давай! Бедный мистер Холт. Он помог папе остановить Фрэнка Стоуна, но он был так пьян, что не мог и двух слов связать. Нихуя он Шериф не Кусич помог, он подсуетился напиздел. и забрал все лавры себе. Блин. Холт исчез через несколько месяцев. Вероятно, отключился в речке, и его смыло в море. Бля, так он же свидетель. Почему он отключился-то? Почему он утонул? Кто-то убрал, блядь, свидетелей. Стопудово, блядь, его убили.
Мы же знаем, что... Поверить не могу. Маму наконец-то выписывают. Ура. Мы же знаем, что кто-то все... Возможно, кто-то помогал Фрэнку Стоуну. Он не в одиночку все это делал. Хайми звонил из больницы. Маму выпишут в воскресенье. Бон. У меня предположение, что Фрэнку Стоуну, возможно, помогал второй шериф, дружок вот этого отца, который забрал все почести там на себя. Возможно, как-то он связан с этим, не знаю. Ну, это такой первый подозреваемый. Ну, это подозреваемый из людей. Но еще же у нас есть вот эта Линда, или как бабка, которая сама вначале сказала, что Фрэнк Стоун все по ее указке сделал. И это она, блядь, управляла Фрэнком Стоуном. Так что, скорее всего, это бабка эта. Никто особо не горевал. Закат эпохи. Сталелитейный завод Cedar Hills закроется навсегда 24 августа 1967 года. Сталелитейный завод Cedar Hills больше 40 лет являвшийся промышленным сердцем нашего города, будет закрыт окончательно. Завод, основанный Говардом Кинси Тестером в 1921 году, достиг своего расцвета во время Второй мировой войны, производя высококачественную сталь, которую использовали во всей стране. О наследии мистера Тестера в своем заявлении, сделанном в среду утром, высказалась его дочь Морган. В заявлении Морган Тестер говорится, что решение семьи навсегда закрыть завод было принято из уважения к памяти жертв Фрэнка Стоуна, бывшего сотрудника предприятия, который орудовал на его территории. Однако такое объяснение убедило не всех. Журналисты любят Фрэнка Стоуна? В жутком деле Фрэнка Стоуна вскрылись новые подробности. 16 сентября 1963 года, пока Cedar Hills пытается прийти в себя после недавних событий на сталелитейном заводе, всплывают все более тревожные подробности о человеке, находявшемся в центре скандала, 36-летнем станочнике Фрэнки Стоуне, который был застрелен в ожесточенной схватке с полицией прошлой пятницы. Стоуна, которого наш местный шериф Кусич связывает с серией нераскрытых исчезновений, случившихся за последние 3 года, называют одиночкой, отщепенцем и чудаком. На общем фоне особо шокируют слухи, что Стоун устроился на завод, несмотря на то, что и руководству, и семье владельцев предприятия было известно о его криминальном прошлом. Фрэнк Стоун убивал людей и до череды смертей на сталелитейном заводе. Ну да, он, видимо, уже какой-то серийный убийца-маньяк, который убивал и до завода. Но это мы уже узнаем в следующей серии. На этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно пишите свои комментарии. А мы увидимся в следующей серии. Всем пока.